Зеленый бирюзовый с черным кайф вообще. Эту шипоматку буду аккуратно тратить. Посмотрим, насколько хватит. Вот. Серый. Класс не очень. Я давно, одно время свидали. Конечно, подмерзает сильно. В сильном году восьмом, девятом. По стеклам пишет не очень, сильно цепляется. Ну, аккуратно потагать, конечно, можно, но вот ровная буква не особо выходит. Знаешь, это одно запарковаться, а вот... Да, там вот лучше, ну, короче, смотри, тут на самом деле в центре, там цепники не повесить особо. Ну, реально, таксист говорит, поехали, я туда-сюда свожу, типа, 150 бат. Я говорю, ну давай, ладно. В итоге он меня взял 200 бат, он меня взял. Конечно, по таким стенкам. Да, дело нормально. Вот. Нормально. Да. Давай, включил?
Мне рассказали этот прикол. Из конкрета? สรุปสุดท้ายไม่ได้ถ่ายกูถ่ายฝรั่งแล้วดูฝรั่งเขียนบนกล่องนี่มันไม่ได้ป่าวะ Что, Артем? Брат, ты что там на сцене? Все, кончился. Ну что, потестил. Хендмиксер, посвященный Парижу, Франции. Фу. Подниматься устал сюда. К сожалению, маркер у меня был только один, поэтому видео особо длинным не получилось. Но я думаю, понять можно, как работает маркер, и оценить, нарезку хорошая нет. Так-то, в принципе, солид как солид, и они почти все одинаковые. Этот похож на какой-нибудь Сакуру или Эдинг, и по размеру, и по качеству. Я думаю, что из Сакуры он и нарезан. А так, смотрите видео, делайте свои выводы уже по поводу маркера и того решения вот этого. Постарался тегать аккуратно, прям уголком, но под конец это не особо получалось. Грифель уже здесь на жаре стал как-то мягче, и он уголком уже не так хорошо писал, как поначалу. Идеально, конечно, чтобы было не холодно, чтобы маркер не крошился, но не совсем жарко, когда вот нарезка из маркеров, если тегать аккуратно. Если прям не жалеть, то пойдет на жаре. А так, до следующих обзоров. Я там еще, короче, взял себе хендмиксидов разных в трип, что в самолете к таким маркерам относится никак. Это же не жидкость, возить можно. Поэтому я набрал с собой разных хендмиксидов. Поэтому скоро будут обзоры. Всем йоу. До новых обзоров.